Ну и вот такие у нас сердечки с вами получились. Все, красные нитки можно отрезать. Потом мы их заправим. Теперь мы провяжем лицевой гладью. Итак, вяжем лицевыми петлями до конца, не забывая до маркера и после маркера прибавить по одной петле. Довязала я лицевой ряд и далее вяжем изнаночными петлями. Итак, вяжем до конца. После того, как мы провязали изнаночный ряд, вяжем лицевой ряд. Но теперь мы уже добавляем нить красного цвета. Вот одна розовая была, одна красная. Теперь поднимаем розовую нитку, провязываем розовым, перекрутили, подняли красный цвет. Теперь подняли розовую. Хвостик не зацепите. Подняли красную. Опять розовую. Вот, и так будем чередовать розовый, красный, розовый, красный. Вяжем до конца ряда. Не забываем добавлять петли до маркера и после маркера. Ну вот, провязала я лицевой ряд один к одному розовым красным цветом, то есть через одну. Поворачиваем вязание наизнанку. Первую петлю сняли, как обычно, и красную провязываем розовым цветом изнаночной петлей. Перекрутили, а розовую провязываем красной. Опять перекрутили, красную провязываем розовым цветом. Перекрутили, далее красным. Перекрутили, розовым. То есть в шахматном порядке вяжем. Теперь эту петлю провязываем красным цветом. И так вяжем до конца ряда. После того, как провязали изнаночный ряд, вот у нас в шахматном порядке петли встали, красную нитку можно тоже отрезать. Опять вот так. И далее мы вяжем только розовым цветом на высоту 8,25 сантиметров. 8,25. Либо там смотрите сами. Но лучше поточнее делать. Чтобы у нас до этой дополнительной нитки было вот так примерно, чуть более 8 сантиметров. Вяжем нитью основного цвета.
После того, как мы с вами связали вот эту высоту, 8,25, округляйте, там может быть 8,30. Ну вот, у меня практически так и получилось. 8,3. Теперь мы все эти петли... Так, что хотела еще сказать. Вот этот узор низко не опускайте, иначе он уйдет у вас в подошву. Вот сюда уйдет. Вот эта декоративная полоса, если вы ее опустите ниже, она может уйти в подошву. И ее не будет видно. Значит, теперь мы эти все петли переснимаем на чулочно-носочные спицы. Вот, на прямые. Причем того же размера, что и круговые. Причем переснимайте петли так, чтобы у вас посередине осталось 11 петель. Почему именно 11? Потому что у нас пятка и подошва одинаковой ширины и составляют у нас, вот мы считали здесь, 11 петель. Для пяточной части у нас задействуется одна спица. 11 петель. И эти 11 петель полностью идут и с одной стороны, вот здесь идут, и с другой стороны. В итоге вот тут получается 11 петель. Поэтому вот здесь в центре вы оставьте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот эти 11 петель мы снимем на другую спицу. 1, 2, 3, 4. Маркер уже не нужен. 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Все. И вот эти 11 петель, они вот так вот у нас пойдут. Вот мы сейчас находимся здесь, в центре. И эти петли 11 у нас вот так пойдут и перейдут в пятку. Значит, нитку эту можно уже отрезать. И будем вязать в подошву. Значит, провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А 11 провяжем вот эти две петли вместе. С наклоном вправо. Поворачиваемся. Одну петлю сняли. Получается уже 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А эту петлю мы переснимем на эту спицу.
И провяжем 2 петли изнаночной вместе с наклоном вправо. Для этого мы заходим с лицевой стороны сначала в первую петлю, потом во вторую и провязываем изнаночной. И поворачиваемся. Петлю снимайте так, чтобы она у вас легла нормально. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот видно, где они. А это 11-я. И поворачиваемся. Одну сняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот видно, где у нас была 11-я петля предыдущего ряда. Теперь нам нужно 2 петли провязать вместе, но изнаночные, с наклоном вправо. Значит, спицу вводим сначала в первую петлю, потом во вторую. И вместе провязываем изнаночные. И поворачиваемся. И снимаем ее так, чтобы она не перекрутилась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот видно, где мы убавляли. Это будет 11. Повернулись. Первую сняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, сначала вводим во вторую петлю, потом в первую по лицевой стороне. Вот в первую ввели, во вторую ввели. И провязываем изнанкой. И поворачиваемся. И вот у нас уже формируется подошва, которая затем перейдет в пятку. Итак, мы должны вязать эту подошву до вот этого места. То есть все петли у нас должны быть задействованы. Вот эти. А дальше я вам уже покажу, как вязать эту часть. Так что вы пока вяжите подошву. Вот эти все петли. Итак, довязали мы подошву вот до конца, вот до этого места. И теперь будем вязать пяточную часть. Смотрите, хвостик не захватите. Значит, одну петлю снимаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
И вот здесь сбоку берем верхнюю петлю. Одиннадцать. Поворачиваемся. Сняли одну, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Эта петля у нас занята. Значит, вот следующую берем. И тоже провязываем с наклоном вправо. Изнаночные 2 петли. Сейчас вам еще раз покажу. Сняли одну, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот под эту косичку, что я вам говорила, не перекрутите петли. Вот под эти петли заводим. И лицевой. Провязали 2 петли вместе. Поворачиваемся. Одну сняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Эту пересняли. Значит, эта петля у нас занята. Следующую берем. И провязываем 2 петли. Вот сначала во вторую заходим, потом в первую. Вот сначала во вторую, потом в первую. И разворачиваемся. Давайте еще раз. Одну снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот следующая петля. И 2 петли провязываем вместе. Вот так. И поворачиваемся. Одну сняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это сняли. Под следующую петлю спицу.
Эту петлю надели и 2 петли провязываем вместе изнаночной. Вот сначала во вторую вошли, потом в первую. И провязываем изнанкой. И разворачиваемся. И вот у нас уже формируется пятка. Итак, вяжем до конца. Кто хочет, может сделать такую же полоску в пятке, но я делать не буду. После того, как мы довязали пятку, вытаскиваем дополнительную нить и петли собираем на круговые спицы. Можно так вытаскивать, а можно вот так набрать. Вот за эти петельки. И так набираем все петли, а потом эту нитку просто отрезаем дополнительную и выдергиваем. Перешла я на более гибкие спицы, так как на тросике трудновато вязать. Круг маленький. Значит, мы остановились с правой стороны пятки. Но нам нужно следующий узор начинать где-то с середины. Поэтому мы провяжем вот 1, 2, 3, 4, 5. И дальше я вам покажу узор, по которому я очень давно делала видео, и который есть на моем канале. Вот сейчас мы им воспользуемся. Берем опять красную нить и опять вяжем одну лицевую красную, перекручиваем, одну розовую, поднимаем красную, теперь розовую, одну красную, одну розовую, опять красную, розовую, красную, розовую. Вот, значит, мы должны начать с середины пятки. Итак, вяжем по кругу розовое, красное, розовое, красное. Вот довязала я. Вот здесь мы провязали розовым цветом, чтобы дойти до середины. Следующий у нас идет красным. Возьмем на ряд ниже, то есть не под петлю, а вот на ряд ниже.
розовую тоже на ряд ниже возьмем. Опять красную на ряд ниже. И затем розовую. И видите, у нас две розовых подряд, красной нету. Это получается за счет того, что мы набирали нечетное количество петель. Поэтому нам нужно одну петлю либо добавить, либо убавить. Вот я одну петлю добавлю. Вот так лицевой скрещенный. Вот, и теперь у нас все чередуется. Теперь вяжем сам узор, про который я вам говорила, что у меня есть видео, которое снято давно. Находится это видео на моем канале. Правда, качество там еще не особо хорошее, потому что у меня не было техники. Значит, эти две нити перебрасываем вперед. Идет розовая петля. Значит, вяжем розовой. Причем вяжем бабушкиным методом изнаночные петли. И нитки крутим по часовой стрелке. Вот так. Вот. Бабушкиным методом сразу вот таким образом. Раз. По часовой стрелке крутим. Следующую петлю провязываем бабушкиным методом. По часовой стрелке крутим. Провязываем бабушкиным методом. По часовой стрелке. Изнаночную бабушкиным методом. И так мы вяжем до середины мыса. Причем обратите внимание, если мы вот так вязали, у меня было 3 лицевых, то когда мы перевернули, у нас получается, вот видите, вот здесь заканчиваются петли и здесь только 2 лицевых, 1 и 2. А если перевернем, 1, 2, 3. Поэтому вы, если вы вяжете, как я, найдите центр и поставьте маркер. И вяжем так до маркера. Ну вот, так у нас получилось. Довязала я до маркера. Маркер переснимаю. После маркера, вот у меня маркер. После маркера мы будем вязать тоже изнаночными петлями
Но нитку крутить не по часовой стрелке, а против часовой стрелки перекручивать. Причем вяжем изнаночные классические. Так. Против часовой стрелки. Значит, сейчас у нас розовая петля идет. Мы нитку розовую поднимаем. И провязываем классической изнаночной. Теперь поднимаем красную против часовой стрелки и провязываем красную изнаночную классическую. Теперь розовую поднимаем, вяжем изнаночной классической. Красную поднимаем, изнаночную. Кто не может изнаночную классическую взять, вот ввели и вот сюда палец убрали. Спицу уводим в петлю и палец сюда. И получается изнаночная классическая. Опять розовую поднимаем и вяжем вот так изнаночную классическую. Теперь красную поднимаем и вяжем изнаночную классическую. Розовую поднимаем, изнаночную. Красную поднимаем, изнаночную. Пальцем помогайте себе, указательным. И изнаночная классическая легко получается. Вот, вводим спицу. Все. И так мы вяжем до пятки, вот где мы начинали рисунок. Вяжите самостоятельно. Вот, довязали мы пятку до середины. Значит, эту часть мы вязали изнаночными бабушкиным методом и перекручивали нитки по часовой стрелке. Теперь эту же часть мы будем вязать изнаночными классическими и нити перекручивать против часовой стрелки. Вяжем классическими. Нитку перекручиваем против часовой стрелки. Кто не умеет вязать классическими, или вернее не получается классический изнаночный, делайте так. Ввели спицу в петлю, нитка вот так лежит, и палец сюда, к себе.
Нить положили на спицу и палец к себе. Ну и вот уже виден узор. Значит, сейчас мы вяжем классическими изнаночными и нить перекручиваем против часовой стрелки. Итак, мы должны вязать до маркера. Вот здесь у нас маркер есть. Вот, до середины. То есть до центра нашего слитка. Далее вяжите самостоятельно. Вот довязали мы до маркера. И далее вяжем опять же изнаночными, но бабушкиным методом. И нитки перекручиваем по часовой стрелке. По часовой стрелке крутим и бабушкиным методом провязываем. Итак, мы должны вязать до пятки, откуда мы начинали. Видите, рисунок лег по-разному. То есть это косичка так, или наоборот сюда широким концом, а это широким туда. После того, как вы провязали второй ряд, вот закончили мы узор, надо закрыть петли. Выберите какую-нибудь из двух ниток, либо розовую, либо красную. Я решила закрывать розовый. Значит, первую провязываем изнаночной, либо лицевой, это без разницы. Вторую лицевой и на нее надеваем предыдущую. Следующая изнаночная, на нее предыдущую. Затем лицевая, на нее надеваем предыдущую. Затем изнаночная. И на нее надеваем предыдущую. Лицевая. Предыдущую надели. Изнаночную. Предыдущую надели. Лицевая.
предыдущую надели. Почему я так закрываю, чтобы вот эта косичка, вот она, была поверху. Вот так. Итак, мы закрываем все петли по кругу закрываем. Ну и вот такой следок у нас в итоге получился. Но сейчас, как говорится, разбор полетов. Помните, я вас предупреждала, что вот эту полоску надо делать почти сразу после жаккарда. Потому что она может уйти в подошву, туда уйти. Вот сколько мало места осталось. Вот, может уйти в подошву туда. Можно было бы, конечно, сердечко поднять повыше. И тогда эту полоску тоже поднять. Это первое. Второе. Вот, по поводу косички. С этой стороны она ведь сюда лежит. А с этой стороны лежит сюда. То есть мы их сделали навстречу друг другу. Можно поменять направление, развернуть их. Тогда вы первый ряд начнете с классических изнаночных. А здесь будут уже бабушкиным методом. Тогда они у вас развернутся. Эта полоска пойдет туда, а эта сюда. Можно вязать одной полоской какой-то по всему кругу. Это уже вам выбирать. Я вам просто показала методы. Кстати, что еще хочу сказать. Вот эта полоса очень хорошо пойдет на отделку шапок. Вот шапки можно с них начинать. Наберете петли и сразу провяжете косичку эту. Ну вот, следки, носки. Можно на рукавицах, перчатках пустить такую полоску. Ну вот, вроде и все. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.